Всем доброго времени суток, друзья. Париклип на связи. Играем в Викторию 2 за Швейцарию. Это уже у нас вроде бы как третья серия. Да, третья серия. Я помню, сколько я наиграл, сколько я снял. Так, в прошлой серии у нас ничего не произошло. Ну, так, чисто посидел, что-то, какие-то заводики построил, порассуждал на всякие темы. И все, в принципе, никаких войн, никаких завоеваний. Чисто сидели, отдыхали, строили железные дороги. Пытались быстрее всех, точнее, до сих пор еще пытаемся быстрее всех выйти на исследование, чтобы колонизировать Африку. Хотя с такой колониальной мощью, конечно, можно сказать, что очень слишком много я смогу колонизировать. Где-нибудь одну-две провинции, это будет, ну, не региона, не провинции. Так, да, надо поставить исследование сразу же. Смотрим, что у нас есть. Во-первых, мы должны были вот здесь цивилизаторскую миссию уже исследовать. Все правильно. Дальше. Вроде бы как в медицина, да, профилактика малярии тоже было, и колониальные отношения, то есть мы ждем 70-го года, если я правильно помню, 70-го, все правильно, ждем 70-й год и начинаем колонизацию, быстренькую. И так, теперь нужно посмотреть, кто-нибудь из этих исследований дает нам колониальную мощь. Просто в каком-то из модов, где я играл, вроде бы это был либо Pops Demand мод, либо не помню, как он называется, Historical мод, вроде бы как-то так. Вот, там было исследование во вкладочке флот на плюс очки колониальной мощи. Но, видимо, ванили этого нету. И это не очень приятно. Так, точно. Можно мы построим здесь... Ага, у нас здесь построено. Правильно? Да, здесь морская база построена. Но давайте тогда морская база уровень 2. Построим вторые базы. Посмотрим. Я просто флотом никогда не играл. Вроде как позиционирую себя. У меня даже гайдики на канале есть. Вроде, не знаю, такую элементарную механику игры, как же добывается колониальная мощь. Так, держава просит предоставить ей право на проход войск. Это даст их армиям возможность проходить через нашу территорию. Подожди, это за что? С кем ты воюешь? С Бельгией? Да хрен с тобой. Может, хоть 10 раз. Так, это мы исследовали. Давайте-ка мы кинем выпуск продукции с шахт. И расширяем морские базы. Благо, они не такие дорогие. Так, и я забыл, когда у нас закончится перемирие с Бразилией. А перемирие с Бразилией никогда не закончится, потому что в союзниках кто? Все правильно. Опа, блин, ну Колумбию здесь будет достаточно сложно победить. Можно, конечно, попробовать пойти побить Боливию. Предоставить право прохода французам, чтобы, так как Бразилия и Франция в хороших отношениях, кстати, с Бразилией тоже, значит, стоит улучшить отношения, и, допустим, она сможет пройти в Боливию, и тут Эквадор, давайте посмотрим, тут 3, дальше Эквадор 3, Перу 3 и Уругвай 0. На Уругвай повстанцы там, я думал, его захватывают. Или стоит Перу захватить. Тут Венесуэла. Неплохо. Так, сама Перу 3. Да. Плюс еще мобилизированные войска смогут быть. Боливия и Аргентина. Чего у Аргентины 2. Вот я даже не знаю, что нам лучше. Давайте посмотрим по ресурсам. Что у нас тут по ресурсам? Что мне надо? Железо. Надо ли мне оно?
Я не уверен. В принципе, вроде как надо, но вроде бы как и не надо. Но я точно знаю, что можно взять серу, потому что серы у меня сейчас вообще нет. Да, никто не производит серу, а сера нужна для боеприпасов. То есть здесь можно будет построить какую-нибудь военную экономику. Что у нас есть еще? Так, здесь много железа. Но железа нам вроде бы как еще хватает. Давайте даже посмотрим. Да, использовано тут вообще мизерное количество. Подождите, это сталь. Тупой. Ух, головой не думаю совсем. Это сталь. Но не, нам не хватает. Мы закупаем все равно железо где-то из-за рубежа. Можно, подождите, так это же... А, нет, все-таки Бразилия повоевала с Парагваем. Так, ну тут тоже не самое... Не понял. Ага, это просто съехала картинка. Все хорошо. Так. Блин, тогда надо же за железом куда-то идти, правильно? А это регион, он один такой? Ага, вот эти 3 это один регион, а вот это уже другой. Рекипа, Атакана. То есть, чтобы забрать 2 региона, все равно придется сюда перебрасывать войска. А у меня что? Флота нету. Тогда создадим в Африке 4 клипера. Хрен бы с ними. Чтобы хотя бы чуть-чуть перекинуть сюда войска. И карта вербовки. И тут ничего нема. Понял? Блин, сложный выбор. Вообще. Да, еще надо смотреть. Ага, дружеские отношения с Перу, с Боливией тут. Ну, тогда мы будем бить Боливию, вероятнее всего. И Боливию мы будем бить... с какой стороны? Очень сильно хочется тогда вот этот регион забрать. Так, Потоси. Но 9000 здесь не будет такой большой выгрузки железа. Так. Ага. Тропическое дерево тоже будет неплохо, наверное, чтобы построить, допустим... Где я не вижу тупой, блять, слепой, тупой? Где я не вижу? Вот такую штуку, роскошную мебель. Стоит она неплохо. Так что можно попробовать. В принципе. А что это по региону? А это, наверное, столичный регион. Блять. Столичный регион мы не возьмем. А так и мы Лаплас возьмем. Да-да, мы Лаплас возьмем, отлично. Так, получить казус белли, захват региона, поехали. Скандальная клевета. Прекращаем клевету. Вообще так-то, что тут у нас? Ну тут у Франции. Опа, с кем-то воюет Франция. Ёбаный в рот, Нидерланды, Испания. Кто агрессор в этой войне, интересно? Кто агрессор в этой войне? Тут французско-испанская война. Это Франция кинула на Испанию, и тут Испания на Бельгию. Понял, из-за того, что если ограничение развития, то либо Франция склепала, что я очень... В чем я очень сомневаюсь. Либо у Испании слишком большое бесчестие. Нулевое. Непонятно. Значит, склепала. Окей. Ну, мы... В принципе, мне ничего здесь сделать не могут. Вот здесь только. Да хрен бы с ними. Это все равно колонии. А так как это колониальная провинция. Ой, а вот здесь Британия будет бить. Здесь начнется капать у нас военная усталость. Это тоже неприятно. Женева. О, не, за престиж я готов уже жопу продать. О, никто ничего не слышал. Это была шутка.
Ай, так. Надо повысить содержание сразу же. А, тут сейчас мои клиперы разнесут в пух и в прах, да? Потопали, потопали, потопали. Так. Пошли-ка мы сюда. Сохранить хотя бы какую-то часть кораблей. Ну, и можно просто как сторонний наблюдатель сидеть и смотреть. Так, бороться с болезнью. И сидеть и смотреть, что происходит. Так, надо следить за собой, а не за Францией. Вообще Франция здесь спокойно побеждает. Сардиния Пьемонт решила высадиться, блин, на Британские острова. Совсем дура, блин. Ага. Тут они как-то разменялись странно. Точнее, разминулись. Ну, захватывает и захватывает, хрен с ними. Безерта. Это захватывает здесь Испания, но Испания проигрывает. Я не представляю, что за идиотизм происходит. Выпуск Фроду... где мы проиграли? Брух. А, ну да. Конечно, конечно. Да-да, именно мы проиграли. Так, ну армия, по-любому, профессионализм. Будем терять меньше людей за счет военной тактики. Не знаю, на что вообще рассчитывала Испания. Ой, да, Боливия. Все правильно. Я думал, мне объявили войну. И на что рассчитывала Великобритания, вступая за Испанию. Но боты настроены так, что они не будут сдаваться до талого, пока они полностью не проиграют. И это тоже идиотизм, но если в безвыходной ситуации, зачем? Зачем? Просто отдай эти регионы, отдай свой престиж и все. И успокойся. Накопи силы, возьми реванш и все. Блять, ну я... Ой, не очень хорошо. Я не смогу добавить цель, потому что война идет херово. Ага, счет -7, спасибо. Not bad, not bad. Чисто из-за того, что захватывают мой Тунис. Так, главное, чтобы британцы не смогли прорваться вот здесь. Но они... Что? Блять, откуда они появились только что? Ладно, потом пересмотрю на... Тупо ебать. Высадились, наверное. Да, 24. Пиздец. Тупо. По щелчку пальцев появились парни. Эффективность образования, ну, у нас 70%. Конечно, пополнение и постоянный опыт тоже будет прикольно, но... Да давайте выпуск с шахт, с ферм. Да. 115. Что вообще делать с такой флотилией? Вот что? Кто сможет потягаться с флотилией Великобритании? Я не знаю, кто. Кем нужно быть. Хотя, нет, я знаю одну страну, вот большую такую, вот эту сосиску, которая может потягаться, но денег просто там нету. Их брать не от кого. Неоткуда. Потому что построить те же заводы ты не можешь из-за того, что плохая образованность населения и просто не появляются рабочие, ну, ремесленники. И ты можешь получать деньги только за счет налогов. Ну, налоги, это, конечно, достаточно большое. Большие поступления в казну, но не настолько, чтобы там его удерживать весь тот огромный аппарат, который там нужен. Флотилию сильную ты не построишь на налоги. Так. Куда, блять, у Великобритании здесь столько войск? Чего, нахуй? Нам сейчас угля-то не хватает. Ты что, блять? Дурак, нахуй. Кого вы строите? Зачем вы это строите?
Ну, допустим, вид на жительство. Вид на жительство, конечно. Потому что мы не хотим быть социалистами. Опять, проверка активности на канале. Пишем комментарий, пожалуйста, блядь. Ставим лайки, конечно же. Подписываемся. Вообще, вот, вопросов не должно быть. Это уже должно быть на автомате, ребят. Типа, вы заходите на видос, стыкаете ему лайк, пишите коммент, какой я молодец, или какой вы молодец. Что хотите, то и пишите. Что, бля, я только что сказал, что хотите. Мой русский, это просто... Что хотите, то и пишите, да? И все у нас будет хорошо. Поднимаем активность на канале. И тогда будет больше видосов. Больше активности, больше видосов. Потому что мотивация делать видосы — это именно зрители, понимаете? Хотя я тоже... Вот именно такой формат видосов вообще не сильно запарный. Просто нужно сесть и выделить время, пока никого дома нету. Чтобы никто тебя не мешал. Потом сесть и вырезать все самые тупорылые моменты, где я затупил, как не знаю кто. Так, артиллерия. А нахуй мне артиллерия? Ну хуй с ним. Пусть будет так. У меня, блядь, артиллерии-то нечего, негде строить. Давайте тогда не будем заниматься бесполезными действиями. Вы что, ебланы, блядь? Ну не говорите, что вы проебете. Ну это... А какие битвы минус 34? Где вы, блядь, высрали эти битвы? А скоро еще Северо-Германский союз может подключиться к войне с Францией. Потому что Эльзас-Лотарингия просто так не достанется. И в этой войне нам тоже придется помогать? Нейтралитет мы поддержать не сможем. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще. Никакая политика, население. Смотрим, Западная Швейцария. У аристократов у нас есть бабосы. Так почему вы тогда аристократы? Ну-ка, быстро в капиталистов, быстро. Так, в Мараньё я кидал, у меня было в Мараньяо. Там О на конце. Ну вот я об этом же и говорил, что все очень-очень-очень плохо, все плачевно, максимально плачевно из-за того, что нас не хватает, приходится закупать. Уголь на 1,4 дукат, на 5 дукат сталь. Ну хотя сталь на 5 дукат, но это полная параша. Хотя... Ой, а тут уголь на 18 закупается, ебануться. Подожди, а тут угля гораздо меньше надо. Ну да, тут угля, блин, надо 10. И то мы не можем как минимум обеспечить себя углем. Что у нас там по деньгам? Ой, роскошная одежда идет вниз. А кто делает? Нет, подождите. Кто делает роскошную одежду? Китайская, Великобритания, Авадх, Северогерманский, Гуанси. То есть целенаправленно это делает Великобритания и Северогерманский союз, вероятнее всего. У них есть заводы. А что у нас по роскошной мебели? Франция, Великобритания. Ну и Папская область. Папская область... А где? Ну, ладно. Ну, допустим. Допустим, делает. Все, война перешла в ту стадию, где ты просто сидишь и непонятно, что делать. Предлагаю заключить мир на следующих условиях. Белый мир. Мы ведем переговоры лишь от своего имени. Они ведут переговоры от имени всего Альянса. Да я, в принципе, так-то не против, но... в принципе, можно спрятать эту табличку вот так. Так, сколько времени? 22 минуты. Блять, уже 22 минуты играю, ёбаный в рот. А прошло-то всего ничего. Да. Даже 10 лет не прошло. Так, ну мы, наверное, возьмем дешевое железо. И после вот этих слов тут сейчас будет склеечка, наверное. И мы сразу
перепрыгнем на какой-нибудь 70-й год, и там я уже... О, все, как бы... Война закончилась, все правильно. Правда, поиграл я очень мало. И с этой войны я получил нихуя, кроме убытков. И даже, сука, потерял повод на захват региона у Боливии. Ну тогда давайте подождем еще разочек. Хотя у Франции здесь войска-то поуменьшились. Поуменьшились. Исчезли они нахуй. Просто вот исчезли. С Бразилией. Конечно, улучшаем отношения. Нам не нужен под боком враг. Колумбия. Еще одна война. Северогерманский союз. Ёбаный насрал. А тут Россия вступается. Да хрен бы с тобой. Вот я говорил, что скоро тут появится Северогерманский союз. Главное свою жопу защитить. Всю. На все остальное вообще насрать. Так. Движение. Стоит ли нам ждать соцреформ? Да стоит. Конечно стоит. Ай-яй-яй-яй. Куда ты лезешь? Ты что, долбаеб? Уйди. Уйди нахер отсюда. Киш вон отошел. Кубик. Победа? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, помогите мне кто-нибудь. Мы победили. Так. Кстати, вот еще что. Ставим плюсики в комментариях. Кто ждет Викторию 3? Где, блядь, она? Где анонс точной даты? Я не понял. Сколько еще ждать? Я устал ждать. Сколько лет, блин, мы ждали анонса. Вот он вышел, и точной даты нам никто не говорит. Обидно так-то. Очень обидно. Даже не то, что точные, а даже примерной даты вроде, насколько я понимаю. Опа, так. Нету. А кто? С кем? О, еще тут Австрия вступилась против Ну, не вступилась, а просто пошла бить Северогерманский союз. Так мы его сейчас раздербаним. Так нечестно. Я тоже хотел себе что-нибудь. Так, надеюсь, сейчас тут Боливия. Боливия. Да ёп. Ладно, пора заканчивать, наверное. Уже 34 минуты идет видос. Всем спасибо за просмотр. Как говорится, ставим лайки, подписываемся на канал, бьем в колокол, пишем комменты. Всем до скорых встреч.